Ребята, не подскажете, вот это сокровище чье? Вот. А я звонил даже с вами разговаривать пару часов назад. Вот мы его хотим забрать. Прям забрать своим ходом? Да. Не, но мы Эвик, наверное, вызовем, потом починим. Для чего? Отдохнуть. Чисто отдохнуть. Не, я знаю, кто вы. Да, спасибо. Он просто выглядит, он же охрененно красивый. Ну, он же пушка. Он реально может завестись? Да, без проблем. Попробовать можно? Ну, не перегревать не будем так быстро. Слушай, это реально взорванный Мерседес. Вот сколько мы видели, ну, эти мемы, да, типа взорванный. Значит, нам сегодня нужны нарды обязательно. Почему я вас спрашивал? А у вас ни у кого нет нард. Если он сейчас просто заводится, то все, мы его заберем. Я не уговорил вам, какая у него неисправность есть? Стартер? Ну, диагноз из тебя так себе, я могу сказать чисто. Она, нет, написано незначительное ДТП. И документы же какие-то есть. Во, вообще супер. Но эвакуатор я уже заказал. Все, мы уже точно его забираем. Сейчас. Все, нас устраивает, можно глушить. Спасибо. Продано. А передача хоть, ну, поедет, да? Да, типа... Давайте попробуем. Все, идем оформляться. Все, отлично. Просто пушка. Ни одного одинакового диска. Все 4 колеса разные. Посмотри. Ты просто реально, ты можешь его обходить. Они все разные, даже штампы разные. Разные штампы, понимаешь? Они не совпадают. Это просто трындец. Как он будет в агонии, да, идти боком? V6, это V6 на автомате. Пацаны, это 112-й мотор. Это рест. У Ярика рест стабилированный, а это рест стайлинг, понимаешь? Очень важно. Это свежак. Я же не стал брать какое-то убитое фото с бабками, да, вот это вот. Смотри. По-моему, он шикарен. Он просто излучает позитив. Значит, для тех, кто возмущается по цене, чтобы вы понимали, на дроме сейчас таких вот мерседесов довольно-таки много, их прям навалом стоит, но в хорошем состоянии, они вот прям легко можете посмотреть, стоят по 200-300, редкие экземпляры даже бывают по 500 тысяч рублей. Убитые прям в щи с кривыми документами, какие-то на запретах стоят по сотке, а мы взяли за 75, так что 210-й кузов прямо сейчас, просто заходите на тот же дром и смотрите, за 75 тысяч это реально дешево, а вы возмущаетесь, а? Короче, мерседесик по-бодрому заезжает на ремонт. Текущий радиатор при покупке сейчас будет весело исправлен заменой на новый оригинальный радиатор. Сколько он стоил? 7 тысяч. Дорого. Ну, надеемся, комплект, как оригинальный почти. Да, можно было взять оригинальный, но мы поставим гораздо лучше. Так, еще один штришок очень важный, потому что у нас есть нарды, которые заменят оригинальную крышку, даже не заменят. Ты посмотри, как это идеально выглядит. Да, но можно вот так хорошо, чтобы их не сгибало. Все, 4 самореза, и мы точно едем.
Ну-ка давай. Ну-ка давай. О. Одного цилиндра что-то нет пока, да. Причем, когда покупали, был. Че, температура не растет там? Че по приборам? Нормально все? Чек погас? По-моему, булка. О, ближний есть. Это ближний был, да? Это поворотник был. Поворотник? О, синий, дальний. Да. А другой красный должен быть. Что, ФСОшки? Че, может, тестово выйдем там, сейчас попробуем? Все, готово. По-моему, выглядит нормально. Меня ждут на рынке. Да что вы! Я похож на человека сейчас, у которого есть проблемы? Мне кажется, у меня все в порядке. Мы скоро вернемся или нет? Сочинское движение, продолжение. Погоди, проверяем подвеску на ямах. Это вообще ни о чем. Так, бак справа же, да? Что? Началось? Это вода, это вода. Прошло, кайф. Спасибо. Все, мы сваливаем. Что, толкаемся? Нарды, нарды, не потеряй! Никто не знает. Что? Мы низковаты, да? Он вообще греется, нет? Короче, радиатор греется, батарея, вернее, греется. Тепло дали, отопительный сезон начался. Значит, все, система работает, открылся термостат, реально можно ехать, все. Короче, ребята, тачка, пушка. Надо сейчас долить масло в коробку, которая у нас вылилась по пути, и просто ехать жестко, прыгать в междурядье. До встречи. Ребята, случилась классика владения некролакшери. Дело в том, что у нас сейчас происходит вот эти вот запотевшие стекла. Ну, давай смайлик нарисуем, все-таки нас смотрят дети, да. Но если мы сейчас откроем печку... О, да! Что делать? По-моему, можно ехать, мне кажется. Здорово, пацаны! Как дела? Запах есть, чем дышишь? Я дышу оптимизмом. Короче, надо делать обрезание печки. Думаешь, пора? Погнали. Мне кажется, время настало, потому что вот если не знать, что это пар, все, горим, ребята, все. Блин, это офигенная тачка. Да. И еще у нас есть одно средство, господа. Дело в том, что вчера ребята поменяли катушку, и мотор прям вот сейчас работает гораздо четче, но я всю ночь не спал, и все-таки я думаю, что СГАХа, ребята, 350 рублей. Ну что ты ржешь, а если сработает? Прикинь, видос на чахлом моторе и видос на мощном моторе. Я готов отдать гораздо больше, чтобы он начал сейчас работать. И эта штука реально срабатывает. Поэтому надо сейчас ее тоже сразу бахнуть. Причем бахнуть ее надо концентрацию в 4 раза превышающую допустимую. Ой, он со шторкой. Он со шторкой.
Но она проницаемая, это хорошо, будем лить понемногу, не как обычно. Мы делаем все для победы, все для того, чтобы тачка поехала. А радик салона сейчас придется, скорее всего, просто обрезать и под капотом закольцевать входящие туда тосольные шланги, чтобы мы смогли куда-то переместиться. Учитывая, что сегодня плюс 5, я думаю, что стекла будут потеть от меня. Ты смотри, Вэшка, как едет. И очень мягкий. Нет, Mercedes это вообще что-то удивительное. И здесь есть супер опция. Дело в том, что когда я работал на мойке уже на Bosch сервисе, где-то это был 2002, наверное, 2004 год, такие машины приезжали еще новыми туда. Я это очень хорошо помню. И вот эта супер опция, супер кнопочка, которая с одной кнопки роняет подголовники заднего ряда, меня тогда просто вторащивало. Понятно, что здесь может быть еще электрическая шторка на заднем стекле, которой у нас нет в данном случае, но есть подогревы, два, и они работают. Дворник этот мерседесовский сумасшедший. Вот так. О. Пофиг, давай, в поток. Да он едет. Он едет, и передачи щелкают. Я включил поворотник. Не знаю, к чему это привело. Ничего не щелкает, да? Но людям нравится наш радиатор. Сколько шумки за этой приборкой, да, отсюда прямо видно, удивительно, какое там огромное количество шумоизоляции. В ней все, ребята, это не кустом, это завод, по нему видно, что он как-то специально весь скроен, чтобы вот так там лежал. Такого сейчас не делают. Это, кстати, парктроники. Вот это старые мерседесовские парктроники, здесь загорались лучики, когда ты паркуешься. Еще со 140-го Мерседеса такое было. И мы продолжаем ехать. Блин, и в нем даже есть дурь. Это все-таки чувствуется. Но V6 все-таки, да, конечно, на 170 сил. Поворот мы вытерпим, да? Мы купили Mercedes, и на нем можно ездить. Понятия не имеем, сколько там топлива, какая температура, какие обороты, какая скорость. Ребята, все в полном порядке. Это единственное, что нужно знать. И она имеет чумовой абсолютно вид. Блин, и 210-е Мерседесы, я никогда на них плотно не катал, реально никогда. Я примерно уже сейчас готов представить, насколько это комфортная тачка. Многие говорят, что 210-й это был последний Мерседес. Типа 211-й это даже уже не то. И 220-й, который вышел в этих 2000-х годах, тоже уже начал убивать сам Мерседес. Ну 210-й, ребята, это действительно, это круче 124-го. Какой это был скачок относительно 124-го Мерседеса. Какие здесь были супер технологии. Хотя у нас даже еще рест, это же поздний, понимаете? Короче, Ребята, это супер тачка. Подушки безопасности, шторки в дверях, подушки, вы понимаете? Шторки уже здесь вот стояли. Дерево. Это же еще авангард, вот эта комплектация. Коробка переключается, это работает до сих пор. Это работает. ESP, я не знаю, загорится ли лампочка на приборке, если мы отключим ESP, не факт. Но возможно, что и загорится. Парктроник горит в ошибке, причем он работал, пока не срезали передний. Он работал. Зеркала. Какое маленькое зеркальце, какие они были маленькие тогда у машин, даже сейчас забываешь уже про это. И мое заработало, все, мы просто понажимали кнопочки, и зеркала заработали. Блин, какой 210-й танк, просто насколько он убитый, и все равно он не сдается. Все равно все работает. Все равно, если бы мы просто поменяли радиатор печки, сейчас была бы печка. Насчет кондея, конечно, понятия не имею. Там, скорее всего, с кондеем все гораздо хуже, но работают подогревы. Просто безумный старый Мерседес. Это прикол. Реально, что я каждый раз, да, я не люблю Мерседесы. Я постоянно это говорю. И на каждом тесте, когда мы берем старый Мерс, я такой, вот это да! 123-й, обалдеть! 126-й купешка, просто обалдеть космос! 190-х мы тестили, офигенная тачка! Я, по-моему, никогда не ругался на Мерседес, когда я беру его на тест, и все время говорю, что мне не нравятся Мерседесы. Я не могу понять, что это такое, но как они едут, захватывает абсолютно воображение. Просто сумасшедший. Мы едем, ну реально, он даже не убитый, он мертвый, он же все, он взорванный. Просто это даже не машина, это уже остатки.
И он продолжает пытаться работать из последних сил. И он не гремит на ямах. У него тормозной диск цепляет по диску железному в правом переднем колесе. И он все равно при этом борется. И он едет, несмотря ни на что. И это безумно достойно уважения. Работает гидрач, понимаешь? Переключается автомат, у него работает типтроник. Я вообще не представляю, что нужно сделать, чтобы эта тачка все-таки встала, чтобы она сломалась, чтобы она кончилась. Мы не знаем, что с температурой двигателя. Вероятнее всего, она просто уже зашкаливает, хотя мы стараемся вроде не наваливать, но... Ребята, я не знаю, даже покупая машину в таком состоянии, ее не хочется сжигать, ее не хочется убивать. Коробка переключается более-менее плавно. Причем я уверен, что это родная 2000 года, и в нее не залезали ни разу. Знаешь, в чем прикол может оказаться? Не знаю, Никитос. Я уверен, что в этой машине живет какой-то свой немецкий дух старый. Он пытается. Да! Вот это был прикол. Он даже по сей день что-то пытается исполнить. Безумие. Просто безумие. На 4 цилиндрах он пытается ехать куда-то, еще срывать что-то. Ты понял, да? Мы нагрузили то колесо, которое без тормоза. Правое подвисло, начало шлифовать, и левое сорвалось. Что, плохо? Как он выглядит, а? И, конечно, вот это вот один на нас, второй на Кавказ. Вот это даже взгляд. Ну скажи, он просто безумный. Это киберпанк какой-то, который просто сам собой достался. Как можно было сделать машину, которая изуродованная, изувеченная, взорванная, выглядит реально, ну, круто, на все деньги. Это, ну, это кринж какой-то, конечно, да, немножечко это пугает и отвращает, но в этом есть что-то. Она сделана инженерами, пацаны, этим все сказано. Маркетологи здесь курили в сторонке просто потихонечку. Я не представляю вообще, как так можно было сделать. Изначально с завода машину, что она вот ей, получается, 21 год. 21 год смерти, страданий, унижения. И ему все равно абсолютно. Сейчас просто приложил. Ну, понятно, что он сгнил, да, и руки к нему уже не приложить. Там нету днища, нету порогов, нету ничего. Но есть могущество Германии 90-х. И это круто. ПТС у нас при этом оригинал, но места в нем не осталось, поэтому продавать от собственника на дроме, к сожалению, эту машину уже не получится, и плашку нам эту также не получить. Но если вы хотите, скачайте приложение Дром, вбейте туда 210 и может вам улыбнется удача. Ребята, настало время серьезных вопросов. Значит, под крылом здесь у Мерседеса, и не только у этого Мерседеса, есть вот такая деталь. К ней подходят 2 вакуумные трубки, мы это поняли. Мы даже срисовали номер в интернет, вбили запрос, и никто не знает, что это. Да, это блок с вакуумом или что-то управление вакуумом. Чего? Почему? Что оно делает? И главное, таким вопросом задаемся не только мы. Тема обсуждается с 2011 года. 10 лет. То, что сейчас, по крайней мере, в интернете мы нашли, я думаю, сейчас также в поисковике это найдется, никто не знает, что происходит. Ваше мнение мы очень ждем в комментариях, потому что мы не смогли осознать всего величия этого автомобиля. Сейчас, погодите, у меня стайлинг поломался. Ну ладно, стайлинг не поломался, он такой.
В остальном же сгнившие пороги, плесень в салоне. Машина по легенде, значит, ездила себе и ездила. Все с ней было в порядке. Дальше ее взял друг и совершил небольшое ДТП. Так, по крайней мере, написано в объявлении было о продаже. Поэтому теперь глаз и смотрит направо один. Вернее, оба правых глаза смотрят направо. После этого машина осталась в сервисе, где в каком-то, видимо, стояла 2 года. После чего ее якобы разворовали. Украли приборку, команд, что-то еще и так далее. После этих 2 лет она приехала на площадку, где мы, собственно, ее и забрали, господа. Но, мне кажется, по всем вот этим признакам, что не 2 года назад она стала, 2 года назад она уже была в таком состоянии по всем этим признакам. То есть, невозможно, если она последние 2 года стояла, а до этого она попала в ДТП, она в ДТП уже попадала примерно такой. То есть, на ней на такой ездили, примерно такой. Понятно, что она, возможно, просто не была битая, морда была целая, да, но все 4 колеса разные. На каждом колесе, вот это элитное колесо, на нем 3 гайки. На всех остальных по 2. На правом заднем колесе тормозная машинка просто снята. Там вообще нет механизма тормозов в принципе никакого. На левом заднем, да, на левом заднем. Здесь есть, работает. Здесь тоже есть, работает. Люфты в ступицах и в подвеске такие, что вот суппорт, вот он трет по диску по железному. Про резину, прочее вообще молчу. В багажнике есть доливка всего. Есть запасная баночка с тормозухой. Есть запасная баночка с АТФ-кой для автомата. Есть запасная баночка с маслом. Есть запасная баночка с тосолом. Все жидкости из этого автомобиля требовали доливки. Нет ни одного агрегата, который бы нормально работал. АТФ-ка еще в гидрач, наверное, идет. Да, вот что еще может ссать. Все в этой машине пришло в негодность. И явно не за те 2 года, что она стояла брошенная возле сервиса, она ломалась и что-то доливала, да? Нет. Знаем мы эти истории про друга, знаем мы эти истории про то, что все у меня было зашибись, пока вот я не дал ее покататься. Да нет. Ее реально ненавидели последние лет 5, я не понимаю почему. То есть, возможно, скорее всего, такая ситуация случается, когда у человека нет денег, а вот это некролакшери есть. И он выжимает, замолчи, я говорю сейчас, чайка. И он выжимает из этой тачки все абсолютно, что есть, не вкладывая в нее ничего. Как могло оказаться по 2 болта на колесах? Как? Как нужно было экономить, чтобы болты с одного колеса выкручивать и вкручивать в другое колесо, потому что там их вообще не осталось, они потерялись или что-то еще. Как можно экономить на том, что у тебя сломались тормоза, ты просто снимаешь тормоз и ездишь без него на автомате, где тормоза вообще как бы получше-то нужны, чем в механике, где передачами не растормозишься особо. И даже несмотря ни на это, эта глыба продолжает ездить и бороздить просторы. Задний ряд, сейчас я вам покажу. Вообще, несмотря на возраст, никак. Сидишь в Ешке сзади все равно как в Ешке. Все равно со 124-м не сравнить. Все-таки 210-й это был принципиальный прорыв. Даже нумерация кузовов об этом говорит. Что здесь сзади очень круто. Есть подлокотник. И, по-моему, вот здесь есть какая-то штука. Вот мне так казалось. Точно под аптечку. Она же подстаканники. Погоди, нет, аптечка дальше? В смысле? В смысле? Тут нарисована стрелочка туда. Что это значит? Да! И она целая! Об этом никто не знал! Смотри, она вообще целая! Смотри, она целая! Обалдеть! Вот, это супер холод, если будет. Кому-то вот это одеяльце есть, термоодеяло, куча бинтов, пластырь. Надо же, никто не знал об этом, иначе бы это все раздербанили уже давно. Действительно. Куча бинтов, пластыря и всего. Ну что ж, оставим это здесь. Удивительно. В каждой двери по подушке. В передней двери подушка. Здесь подушка и шторка. А в спинках есть? Нет? Так вот, мы разобраны и видим. В спинках подушки нет, да. Спинки без подушек. Но тем не менее, короче, их просто очень много. В задней стойке нет, да. Итого, водитель, пассажир 2. 4 в дверях 6. И по 2 в стойках 8. Сзади нет. 8 подушек безопасности в 2000 году. Как тебе такое, Ульяновский автомобильный завод, а? У вас такое будет в 3000-м. Причем, учитывая, что оно без тормоза, да, это будет очень мучительно. Но мы сможем. Как ты думаешь?
Для дрифта хватит? Сколько мы будем так его сжигать, Владян? Очень мучительно. Быстрее никак. Причем отпускать тормоз тоже не вариант. На этом колесе нет тормоза, ему ничего не мешает. Чего? Стабилизация может? Кстати, я не знаю, как ее выключить, правда. Кнопка есть, лампочки нет. Ну, понятно. Ага, это была стабилизация. Мы сейчас так навалим. Это еще и работала стабилизация все это время. Ты представляешь, что была за жуть? Знаешь, в чем проблема? Что тормозов вообще теперь не осталось. Потому что одно переднее это висит, и он вообще не едет. А еще, когда ты пытаешься тормозить, теперь знаешь что? ESP срабатывает. Потому что пробуксовка колеса-то это же заблокированное. И, короче, это вообще не варик. Кося, это инспектор. Инспектор, да? А, ну сейчас заобщаемся. Мы ж сломались. А какая разница? Все, я стою заглушен, у меня ключей нет. Так что как бы все спокойно. Да, но исполнять как бы не особо варик. Короче, ситуация такая. Приехали органы. А мы не сдаемся. Мы хитрые вызвали эвакуатор. Мы никому не мешаем. У нас все в порядке. Поэтому мы, крадучись, конкретно передвигаемся на место финалочки. Это успех. Так или иначе, все закончилось хорошо. Да, у нас проколотое колесо, и просто чтобы дальше доснимать эту серию, надо искать покрышки. Надо что-то убирать люфты и так далее. Надо хотя бы делать тормоза и так далее. И главное, что все это не имеет абсолютно никакого смысла. Ребята, тачка-то она вот уже какая есть. То есть, в принципе, она особо не кипит. По району передвигаться можно. Шин у нас просто таких нет. Даже литой диск надо шпилек сколько только найти, вкрутить. Короче, тачку надо конкретно восстанавливать. И самое главное, что это все равно ничего не даст. Потому что днище сгнило. Знаешь, прикольно сейчас на эвакуаторе, когда ехал, и на кочках, когда она стоит, у меня задняя часть, вот куда я ноги ставлю, днище, она так оп, пульсирует. То есть там просто полнейшее желе. Мы даже не поднимали ее на подъемнике, потому что там просто ничего вообще нет. Огромные дыры прямо в дорогу идут даже в ниши запаски. То есть она просто дуршлаг снизу. И как она при этом все равно эпически едет. Тем не менее, мы решили, что если вы хотели по трэшу поугарать, где-то все-таки она заводится, едет, нужны только шины. Ну, то есть мы вложили там 15 тысяч рублей, теперь следующее, как знать, может быть, скоро в идеал приведет. Мы решили подать ее прямо на продажу. Так что да, ее даже придется поискать. Заходите на дром, ищите в Санкт-Петербурге 210-й кузов, и вот он. Я думаю, никаких плашек, типа там лучшая цена или от собственника нам, конечно, никто на дроме не даст. Но тем не менее, ребят, скачивайте приложение Дром и ищите эту тачку прямо там. Она продается. Цену мы назначим, я думаю, 10 миллионов. Обменяй на Аурус ключ в ключ, в принципе, потому что есть идея все-таки сесть в нормальную тачку со временем. На самом деле, самое главное, нужно сказать огромное спасибо 210-му за то, что в этом состоянии он так офигенно ехал. Понятное дело, что нужно восстанавливать как бы, чтобы типа насладиться, но надо просто искать другой 210-й. Дни этого сочтены, даже на разбор, я не знаю его почем можно отдать, это просто арт-объект. И стоит он ровно вот столько денег, украсит вход у вашей разборки или станции технического обслуживания. Всего за... Подробности по ссылкам в описании. Ребята, спасибо, что смотрели эту серию, спасибо, что дешевки еще существуют и их можно купить. Огромной вам всем удачи и пока. Что, смотри, она стоит на станции, написано «Качественный ремонт системы охлаждения». Да? По-моему, нормально. Подойдет.